Bluetooth наушники с обновленным стильным дизайном, качественными материалами, динамическими драйверами на 12,4 мм с диафрагмами из бамбукового волокна, активным шумоподавлением до 49 дБ с умным режимом, и это прям сильно звучит, поддержкой фирменного приложения, технологии Oppo Alive Audio, удобные функции золотой профиль звука, кодеком LDAC, Bluetooth чипом версии 5.3 и временем автономной работы до 30 часов вместе с боксом. И 7 часов на одном заряде наушников. Как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Oppo Enco Free 3. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в светлой упаковке из плотного картона. На ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Пакинг хороший. Упаковка пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство на китайском языке, амбушюры и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Один наушник весит 4,3 грамма, а бокс 38,9 грамма. Габариты бокса 65,8 на 50,3 на 24,8 мм. Габариты наушников 32,7 на 20,5 на 18 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 4,5 на 5,7 на 2,3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще Poco F5 разыгрывается, но вполне возможно он уже разыгран. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, тем более скоро распродажа на Али. К слову, график распродаж я тоже скидывал в свою телегу скидок. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. Oppo Enco Free 3 можно приобрести в двух расцветках. Это белая и светло-зеленая. Дизайн бокса уже не новинка. Такую полупрозрачную крышку мы уже встречали в Oppo Enco Air 2 Pro. Но в Oppo Enco Free 3 интересно оформили внутреннюю поверхность, которая виднеется через полупрозрачную часть. Выполнен бокс из глянцевого пластика, материалы качественные. Бокс не марки, но скользкий. Сборка качественная, в кармане он практически не мешается. На корпусе расположили золотую надпись Oppo с тиснением, LED-индикатор и разъем Type-C. Кнопка для сопряжения, к удивлению, отсутствует. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но только в закрытом положении. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой у меня не получилось. Магниты, удерживающие наушники, хорошие. Извлекать наушники из бокса удобно. Переходим к наушникам. Внешне данная пара не сильно отличается от последних моделей от Oppo, который обозревал. К слову, на канале есть много обзоров на ТВС-наушники от этого бренда и не только на наушники. Выполнены наушники из глянцевого пластика, сборка хорошая, но минус за маркировку с вырезами, так как она забивается грязью. Конечно, все зависит от того, как пользоваться данными наушниками и как долго. Посадка плотная, из ушей сильно не выпирают. Наушники легкие, при длительной носке уши у вас уставать, скорее всего, не будут, если вы к ТВС-кам привыкли. Во время пробежки из ушей не выпадают, пассивная шумоизоляция также неплохая. На корпусе же расположили по два контакта для зарядки, микрофоны и сенсорную область для управления. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки, переключение между режимами и регулировка громкости. Одиночный этап на борту, его можно отключить по необходимости. Но у меня ложных срабатываний не было. Настроить команды можно, команды сопровождаются системными звуками и озвучкой женским голосом на китайском языке. Есть управление камерой, но только в паре с OnePlus или смартфонами Oppo. Управление в целом удобное, и на тапы наушники откликаются быстро. Но свайпов для управления нет. И регулировка громкости происходит сжатием сенсорной области. Далее, наушники оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм с катушкой и диафрагмой из TPE плюс PU, плюс бамбуковое волокно. Чего только туда не понапихали, правда? Чувствительность 107 дБ при 1 кГц. Диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц, сопротивление 32 Ом, есть сертификация Hi-Res Audio Wireless, активное шумоподавление до 49 дБ с 4 режимами работы на борту. Умный режим работает не совсем корректно, ко всему еще и медленно. Также отмечу, что конструкция не защищает от ветра, и с включенным ANC шум ветра слегка режет слух. В целом ANC неплохое, если отталкиваться от того, что оно глушит посторонние шумы в метро или на улице в шумной локации. Во всяком случае, слегка лучше, чем Oppo Enco Free 2. Режим прозрачности также на борту, отрабатывает он хорошо. Что ANC режим, что режим прозрачности могут работать с одним наушником, это огромный плюс. Полноценный мультипоинт
multi-point до 2 устройств на борту. Ко всему, данная пара поддерживает сопряжение и синхронизацию настроек через учетную запись Huantai между устройствами, к примеру, планшетом и смартфоном. Датчики приближения отрабатывают шустро и корректно, но только у левого наушника. В настройках можно включить или выключить эту функцию. Из интересного есть технология Oppo Alive Audio, а точнее пространственный звук, но без отслеживания движений головы. Данная функция работает только в некоторых приложениях и играх. Звук с этой функцией становится громче, но мне его качество не нравится. Стоковое звучание куда приятнее. Далее есть золотой профиль звука для персонализации звука. Данная технология, как по мне, очень удобна, так как с первой настройки я получил более яркое звучание, за что плюс. Также на борту имеется 3 неплохо настроенные предустановки звучания, такие как обыкновенное усиление басов и естественное вдохновение. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается. По одному наушники работают, но переподключение не бесшовное, а с небольшой задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Емкость аккумулятора бокса 440 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч. Полный цикл зарядки наушников и бокса в среднем 1 час 40 минут. Чтобы зарядить наушники, потребуется 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки у бокса нет, это фейл. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал, и это хорошо. Что касается временем автономной работы, наушники отыграли у меня на 70% громкости по коду CoolDAC, внимание, без включенной функции ANC, активного шумодава. Со стоковым звучанием довольно мало, 3 часа 37 минут. Но опять же, это LDAC, и он поедает эгегей, сколько заряда у всех. Конечно, если включить кодек AAC и слушать музыку на 50% громкости, они спокойно до 6 часов проживут, если не больше. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают не больше 1,5 часов прослушивания музыки, и, разумеется, по кодеку AAC будет намного надежнее связь, чем по кодеку LDAC, вы должны это понимать. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников, я искупал их в воде около 30 секунд, после чего я их просушил, по итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал. Отмечу, что все тесты и запись примера микрофона я проводил до того, как они искупались в воде. Летим дальше. В смартфонах OnePlus и Oppo все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Если же использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему в процентах, настройку режимов, эквалайзер, включение кодека LDAC и режима высокого разрешения, настройка золотого профиля звука, включение пространственного звука и режима низкой задержки, настройка тапа, включение функции для управления камерой, вкладка Multipoint, проверка прилегания наушников и обновление прошивки, но мне обновление еще не прилетало, слишком они свежие. Bluetooth версии 5.3 с кодированием LC3, из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC с передачей до 990 килобит в секунду при 96 кГц на 24 бита. Наушники связь держат стабильно, без обрывов и фризов даже через 2 стены. По заявлению производителя, задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 47 миллисекунд. Конечно же, такой не является она, но на YouTube задержка минимальна, как и в целом в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Все направленные MEMS микрофоны с чувствительностью 38 дБ и шумоподавлением DNN отрабатывают неплохо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo Enco Free 3. И, как говорится, Oppo плохих беспроводных наушников не делает. Насколько хороши микрофоны, стоит ли их приобретать для этого, вы сейчас слышите. Но напоминаю в 1000-й раз, что какие бы ни были дорогие или крутые наушники, но микрофоны самого смартфона будут лучше всегда. Делайте выводы, а насчет
того, как работают микрофоны этих ушей, вы сейчас слышите. По мне, довольно достойно. Звучание Oppo Enco Free 3, в отличие от Enco Free 2, стали звучать качественнее. Громкости достаточно. Я прослушивал музыку на громкости около 70%, не выше. Каша есть, но небольшая, и только если выкручивать громкость выше 95%. Средние частоты хорошо проработаны, высокие звучат четко и без лишнего акцента. Бас плотный и средний бас в наличии. Звучание с уклоном в низкие частоты, несмотря на то, что оно неплохо сбалансировано. Инструментал различим, вокал отыгрывает приятно. Я советовал бы данную пару для прослушивания современной музыки. По звуку Oppo Enco Free 3 меня порадовали. Из минусов: нет поиска наушников через приложение, нет беспроводной зарядки бокса, датчик обнаружения уха работает только у левого наушника, маленькое время автономной работы с кодеком LDAC, умный режим ANC работает не совсем корректно, мало расцветок модели. Цену же можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она, кстати, довольно сильно снизилась с того момента, как я их приобретал. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии, там, к слову, вы можете просто пользоваться поиском. Если вас интересует какое-то устройство, вбиваете в поиск название модели и смотрите динамику изменения цен. Не будем вспоминать, что у нас курс плавает, когда-то есть распродажи, просто чтобы вы знали, за какие деньги можно приобрести то или иное устройство. Не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи, там вы можете написать, какие у вас требования к устройству, какой баланс на счету для того, чтобы потратить на это устройство, и такие же пользователи вам помогут. Плюс мой телеграм-канал, где мы общаемся напрямую до обзоров. Резюмирую: Oppo Enco Free 3 — очередная модель с качественным звуком, приятным дизайном, обширным функционалом и хорошим временем автономной работы, но только если использовать с кодеком AAC или SBC. Девайсу от меня однозначное да. Всем, кто посмотрел ролик, огромное вам спасибо. Вы помогаете проекту. Кто оставил еще и комментарий, двойное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.